Привет, друзья! Сегодня в Германии обсуждаю темы, которые напрямую касаются и экономики, и нашей повседневной жизни. Почему Бундестаг идет в ТикТок и что это изменит? Зачем глава Мерседес предупреждает о рисках запрета обычных автомобилей? Что происходит с ценами на жилье и смогут ли они наконец-то остановиться? Как торговля с Польшей и Чехией обгоняет Китай и что говорят мировые прогнозы о резком изменении численности населения? Все это уже в ближайшие минуты, без лишних деталей и только самое важное. А чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь прямо сейчас, у меня всегда самые свежие и полезные новости. Сегодня в Германии любой желающий может выиграть за столом переговоров при покупке дома. И сразу хочу сделать акцент, что указанная в объявлении площадь порой вводит в заблуждение, и я советую внимательно оценить реальные проблемные зоны недвижимости. Первое правило успешной сделки – иметь на примете альтернативный вариант. Это известно продавцам и усиливает позицию покупателя. Сейчас ситуация на рынке больше благоприятствует именно покупателям, объемы продаж снизились и продавцы чаще готовы обсудить цену, в отличие от 3 лет назад. Также важно запастись симпатией, доброжелательный и надежный вид, аргументированное предложение и, что особенно важно, подтверждение финансовой состоятельности. Все это повышает шансы на снижение цены. В кризисную ситуацию важно также показать, что сделка будет легкой и быстрой, и что вы именно тот покупатель, которого ждут. По оценкам специалистов, выиграть можно от 5 до 10%. В регионах с оживленным спросом уступок, конечно же, меньше, но даже там при грамотной аргументации снижение цены возможно, особенно если предъявить юридически грамотный расчет стоимости и выявленные слабые стороны. В итоге, прежде чем подписать договор, соберите информацию о рынке, исследуйте альтернативы, выявите недостатки недвижимости и покажите себя реальным платежеспособным покупателем. Это отличная стратегия, чтобы получить действительно выгодную сделку. И я еще подготовил одну новость. Сегодня мир стоит на пороге демографических изменений. Глобальные показатели рождаемости продолжают падать, и такая тенденция может привести к сокращению численности населения. В 2021 году на одну женщину в среднем приходилось, внимание, около 2,2 ребенка, тогда как в 1950 году почти 5. Кстати, отрицательная динамика наблюдается уже почти во всех странах, и лишь 6 из них в последний день столетия сохраняют традиционно высокие показатели. Организация Объединенных Наций прогнозирует, что это глобальное население достигнет пика в пределах 10 миллиардов, а затем начнет снижаться. Международные исследования, например, из журнала The Lancet, предполагают более резкие тенденции. Пик случится раньше, уже в 2060-х годах, а к концу века мировое население может сократиться до уровня в 9,7 миллиарда. Еще более осторожные прогнозы показывают достижение максимума в 2050-х годах и дальше снижение до уровня, подобного нынешнего в Германии, примерно 1,4 ребенка на женщину. Такая демографическая трансформация имеет далеко идущие последствия: снижение рабочей силы, увеличение нагрузки на системы социальной защиты, изменения в экономической активности. Повышение уровня доходов, образования и доступность здравоохранения закономерно приводит к меньшему числу рождений. Это не неудача, а индикатор развития общества. Вместе с тем, длительные прогнозы остаются менее надежными, и небольшие колебания рождаемости могут значительно менять картину в долгосрочной перспективе. А дальше необычная и интересная новость. Германский Бундестаг, да, именно Бундестаг, решил расширить присутствие в социальных сетях. Теперь официально будет использоваться платформа, внимание, ТикТок. По словам председателя парламента Юлии Клёкнер, если такая платформа все же существует, было бы нелогично не информировать через нее о работе парламента. ТикТок сравнила с цифровым прилавком, на котором обитают люди, недоступные через традиционные каналы средств массовой информации, особенно молодежь. Действительно, у молодых людей спрос на новости и информацию в гораздо большей степени сосредоточен именно на ТикТок. Именно поэтому парламент и намерен рассказывать о своей деятельности через короткие видеоклипы, информативные, но легко усвояемые. Конечно, платформа вызывает вопросы по безопасности и защите данных. Она принадлежит компании, имеющей, я напомню, китайскую основу, что вызывает опасения по поводу возможного сбора информации.
Тем не менее, Юлия Клёкнер подчеркивает, что хотя TikTok имеет свою проблематику, он не запрещен и важно донести до людей правду о парламенте. Поддержку этой инициативе выразил депутат-ветеран Вольфганг Кубицкий, это Свободно-демократическая партия, назвав ее модерной и заметной в публичной работе парламента. Таким образом, Бундестаг продолжит использовать проверенные площадки Instagram, YouTube, X, Mastodon и расширит охват благодаря новому каналу в TikTok. И это еще не все. Глава автопроизводителя Mercedes-Benz Ола Келлениус заявила о возможных рисках в решении запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания. По его мнению, введение такого запрета с 2035 года сильно ударит по рынку новых автомобилей. Он предостерег, что перед самим моментом запрета может возникнуть всплеск спроса на машины с обычными двигателями. Это никак не поможет окружающей среде. Он предлагает политикам отказаться от жесткой конечной даты и вместо этого стимулировать переход к электромобилям через более низкие цены на зарядку и налоговые льготы. Келлениус подчеркивает, что переход на экологичные технологии должен быть технологически нейтральным и продуманным, чтобы сохранить конкурентоспособность индустрии. Он отмечает, что автомобильная отрасль уже сталкивается с серьезными вызовами, от высоких импортных пошлин до снижения спроса. По его словам, сейчас автопроизводство переживает настоящий шторм и требует осторожного подхода, иначе можно оказаться в крайне сложной ситуации. Он призвал к здравому балансу между экологическими требованиями и экономической реальностью. И еще одна свежая новость о недвижимости в Германии, а точнее о ее стоимости. Цены на жилую недвижимость продолжают расти, и мечта о собственном жилье становится все менее достижимой. По данным Ассоциации немецких банков, с апреля по июнь цены на квартиры и дома увеличились, внимание, на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Это уже пятый квартал подряд, когда наблюдается рост, хотя динамика слегка замедлилась. В предыдущем квартале прирост был, напомню, выше. Генеральный директор ассоциации отметил, что текущая ситуация обусловлена дефицитом предложений. Застройка сократилась, а покупателей становится больше, поэтому цены неизбежно растут. Правительственные меры по стимулированию строительства уже запущены, но требуют времени для реализации. Недостаток жилья, по мнению экспертов, сохранится еще несколько лет, и это будет продолжать давить на цены и арендные ставки. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, прирост цен составляет 4,1%. Данные для анализа собирались с более чем 700 кредитных учреждений, которые специализируются на ипотечном кредитовании. Среди крупнейших городов страны быстрее всего дорожает жилье. В Дюссельдорфе рост на 2%, далее следует Франкфурт на Майне с 1,7%, а в Штутгарте изменения оказались менее выраженными, всего 0,8%. И еще хочу рассказать экономические новости. В последние месяцы вы видите, что немецкая экономика испытывает трудности. Однако коммерческие связи с восточными соседями демонстрируют впечатляющий рост. Особенно выделяется торговля с Польшей. За первое полугодие объем обмена достиг рекордных, внимания, более 90 миллиардов евро. Это на 5,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом экспорт вырос на 2,6 миллиарда евро, то есть на 5,7%, а импорт увеличился на 2 миллиарда на 5,2%. И, внимание, интересно, что экспорт в эту страну впервые превысил объемы поставок в Китай. Германия экспортировала примерно 49,4 миллиарда евро, тогда как Китай около 41,4 миллиарда евро. Торговля с другой восточной страной также показала значительный рост. Экспорт за первые 6 месяцев увеличился на 30% до 4,6 миллиарда евро. Представители бизнеса особо отметили важность, надежность судебной системы и прозрачных условий инвестирования для дальнейшего роста и сотрудничества. Кроме того, оживленный рост зафиксирован в торговле и с Чехией. Объем достиг 57,8 миллиарда евро, что на 3,4% выше, чем в прошлом году. Экспорт вырос на 1,6% до 26,6 миллиарда евро, а импорт на 5% 31,2 миллиарда евро. В свою очередь, взаимодействие с Венгрией оказалось менее успешным. Объем сократился на 3,7% до 33,4 миллиарда евро.
Итак, в целом ситуация показывает, что в условиях падения общего экспорта, минимальное снижение на 0,1%, я напомню, до 786 миллиардов евро, восточное направление остается одним из ключевых драйверов. Экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Европы и Центральной Азии в сумме выросли на 2,2% до 144 миллиардов евро. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.